кастрюлю заливаем 200 мл молока. Добавляем 100 грамм сливочного масла. И также добавим сюда маленькую щепотку соли. Теперь ставим кастрюлю на плиту, чтобы масло сливочное растопилось в молоке. Тем временем нам нужно 3 яйца и 150 грамм сахара взбить вместе миксером. Несколько минут и посмотрите, как хорошо яйца с сахаром взбились. Теперь осталось замесить тесто вот из всех этих ингредиентов. Здесь у меня 500 грамм муки высшего сорта. Муку обязательно просеивайте. Добавляем сюда полную чайную ложку сухих дрожжей. Перемешаем. Также добавляем ванилин сюда. Тоже перемешаем. Теперь добавляем взбитые яйца с сахаром в нашу муку. И вот эту смесь молока с маслом. Обязательно дождитесь, пока молоко остынет до комнатной температуры. Ни в коем случае нельзя в дрожжевое тесто заливать горячую жидкость. И осталось только все это перемешать и замесить тесто. Несколько минут и тесто готово. Посмотрите, какое тесто получилось. Теперь под конец немножечко растительного масла мы добавим себе в ладошку. Завершим обработку нашего теста. Почистим эти все края, чтобы посуда выглядела чистой и опрятной. Тесто готово. Посмотрите, какое приятное на ощупь, какое мягкое, хорошее у нас получилось тесто. Осталось дождаться, пока это тесто увеличится в размере примерно в 2 раза. Если вы торопитесь, можете поставить в теплое место, накрыть одеялом. Если же нет, можно это тесто поставить в холодильник. Например, с вечера сделали тесто, поставили на ночь в холодильник и утром продолжаете. Запомните, что любое дрожжевое тесто, когда оно медленно при прохладной температуре или даже в холодильнике поднимается, выпечка получается вкуснее, чем при быстром приготовлении теста. Я накрываю эту посуду крышкой и дожидаюсь, когда тесто увеличится в объеме примерно в 2 раза. Прошло несколько часов, давайте посмотрим на наше тесто. Посмотрите, какое чудесное тесто получилось. Вы видите, как оно хорошенько поднялось. Все,